О том, что в Аргентине имеется большая армянская община, слышали почти все. Но знаете ли вы о существовании на родине Лионеля Месси армянского футбольного клуба? Причем этот клуб умудрялся побеждать таких титанов футбола, как Бока Хуниорс и Ривер Плейт. Устраивайтесь поудобнее, сегодня выпуск будет о том, как армянская община Аргентины буквально из ничего создала футбольный клуб с большой историей и славными традициями. Не забудьте отблагодарить меня лайком и подпиской на канал. Шло начало 20 века. Христианское население турецкой Анатолии нещадно угнеталось. Говорить о каких-либо гражданских свободах не приходилось. Речь шла о банальном выживании. Уже к тому моменту многие армяне бежали в поисках лучшей жизни в новый свет. Кто в США, кто в Латинскую Америку. После геноцида 1915 года массовый отток армянского населения в Южную Америку окончательно сформировал создание армянской общины, самая большая из которых образовалась в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В те годы аргентинские власти активно зазывали к себе людей со всех концов света, так как, находясь на пике экономического бума, нуждались в новом притоке рабочей силы для ее поддержания, взамен обещая получение аргентинского гражданства всего за 2 года. Начав с самых низов, армяне уже во втором поколении стали ярчайшими представителями аргентинской интеллигенции и одной из самых влиятельных ее ячеек. Кстати, если отдельный выпуск об армянской общине Аргентины будет вам интересен, не забудьте написать об этом в комментариях ниже. А здесь мы сосредоточимся на футболе. В Аргентине футбол – это своего рода религия, важная часть жизни общества. Естественно, что со временем влиятельная армянская коммуна захотела иметь свой армянский клуб, который объединял бы интересы всех армян Аргентины, способствуя ее консолидации. В 1962 году общими усилиями глав армянской общины в Буэнос-Айресе был основан футбольный клуб. Название было незатейливое – АФК, то есть Армянский футбольный клуб. В 1968 году он сменил название на нынешнее и стал называться Депортиво Арменио, а через год вступил в Ассоциацию футбола Аргентины. Цвета команды изначально были черно-белые, однако затем, по призыву болельщиков, они стали красно-сине-оранжевыми, как на армянском триколоре. Стоит отметить, что футболки клуба пользуются большой популярностью у болельщиков за их стильный дизайн и армянские атрибуты. Не мудрено, что за клубом укрепилось прозвище «Армяне». Депортиво начал свой путь сначала с любительских лиг, но быстро дошел до профессиональной лиги С, 4-го по силе дивизиона Аргентины. Спустя всего 4 года Депортиво Армению сумела подняться сначала в Лигу Б Метрополитано, а затем в Лигу Б Национале. В сезоне 1986 года команда провела 34 матча без поражений, установив тем самым рекорд в истории аргентинского футбола. Он был побит только спустя 12 лет легендарным Бока Хуниорсом, где тогда блистали молодые Хуан Рикельме, Мартин Палермо и Вальтер Самуэль. Благодаря такой беспроигрышной серии армяне неожиданно для всех стали победителями Лиги Б и впервые в своей истории вышли в элитный дивизион. Душой и сердцем той команды был ее капитан, любимец публики Мигель Гордарян, а руководил командой ее бывший вратарь Альберт Парсегьян. Дебютный сезон высшей лиги выдался для Депортиво Армению очень солидным. Команда заняла 13 место, выдав 2 эпохальных для своей истории матча. Сначала, проигрывая по ходу матча 0-2 знаменитому Ривер Плейту, армяне одержали волевую победу со счетом 3-2. Maciel, atento, Abdukian, Espíndola, gol! Gol de Armenio, Espíndola, gol de Armenio. Затем в гостевом матче на легендарной арене Бомбонера была одержана победа над Бока Хуниорс. Единственный мяч забил Рауль Эдмундо Венцель. Матч еще и памятен тем, что в нем сыграл свой последний матч легенда аргентинского футбола вратарь Уго Гатти. Его нелепая ошибка привела к единственному голу в матче. После этого он больше не попадал в состав Боки и закончил карьеру. Место в середине таблицы позволило армянам в следующем сезоне принять участие в Кубке Либертадорес, самом престижном континентальном турнире Южной Америки. В первом раунде Депортиво смогла победить команду Ферроу. Однако уже в следующем уступила Атлетику Платенсе и выбила из кубка. Чемпионат Аргентины 88-89 тоже выдался неудачным.
Команда заняла предпоследнее место и пока больше не возвращалась в элитный дивизион Аргентины. Спустя несколько лет после этого, в 1992 году, у клуба появился новый стадион вместимостью 8000 человек в городке Машвиц, провинции Буэнос-Айрес. Естественно, стадион получил название Армения. Стоит сказать несколько слов и о президенте клуба. Сейчас им является Лучано Накис, сын предыдущего президента Норейра Накиса. Лучано совмещает эту должность с работой в Федерации сборной Аргентины, где он является пресс-секретарем, и, безусловно, он причастен к последней победе Аргентины на Мундиале в Катаре. Его отец Норейра является бывшим вице-президентом Федерации сборной Аргентины. Он был ближайшим товарищем Диего Марадоны и одним из тех, кто способствовал его назначению главным тренером сборной Аргентины. Также благодаря Норейру Накису Генрих Мхитарян в свое время мог оказаться в Бока Хуниорс. Накис даже приезжал беседовать о будущем армянского таланта с его матерью Мариной Тащан и тогдашним президентом Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. Но Генрих тогда отказался от аргентинского чемпионата в пользу перехода в Донецкий Металлург. За годы, проведенные в руководстве Депортиво Армению, Накис добился большой популяризации этого клуба как в Аргентине, так и в Армении. В его честь названа одна из трибун клубного стадиона Армения. Вот уже много лет главным спонсором команды является компания Kalchian Technology, занимающаяся производством строительного стекла и являющаяся лидером в этой сфере в Аргентине. Как вы уже догадались, основателем и владельцем компании является предприниматель армянского происхождения Артур Kalchian. Человек, очень активно участвующий в жизни армянской общины Аргентины и финансирующий многие благотворительные акции в Республике Армения. Опять же, если вам будет интересен выпуск об армянской общине в Аргентине, дайте знать об этом в комментариях. Сегодня Депортиво Армения участвует в примере Б Метрополитано, третьем по силе дивизионе Аргентины. Клуб по-прежнему тесно связан с Арменией и поддерживается армянами Аргентины. 24 апреля 2010 года в память о жертвах геноцида армян футболисты вышли на поле против Эспаньола в футболках национальной сборной Армении. Наверняка многие из вас задаются вопросом, а есть ли в составе Депортиво Армению талантливые футболисты с армянскими корнями, которые могли бы помочь армянскому футболу? Опытные и внимательные болельщики армянского футбола наверняка помнят такого футболиста, как Хосе Андре Билибио, выступавший в 2000-е годы за ереванский Арарат и Пюник. Футболист даже защищал честь Армении в составе национальной сборной, проведя за нее 10 матчей. Так вот, Билибио является воспитанником Депортиво Армению. Других футболистов из этого клуба, перешедших в Армению, пока не было. Но зато есть из других аргентинских клубов. Сегодня в составе сборной Армении выступают наши аргентинцы Норберто Бриаско-Балекян и Лукас Элараян. На этом сегодня все. Если выпуск получился интересным, обязательно поставьте ему лайк. Так YouTube порекомендует его большему количеству зрителей и больше людей узнают о нашей истории. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски об Армении и армянах. Также приглашаю вас подписаться на меня на площадке Boosty. Ссылка в описании к видео. Там вы можете получить эксклюзивный материал от меня и даже поучаствовать в выборе темы для следующих видео. Всем большой шнуроколотен и до новых встреч!